Всем здравствуйте! В сегодняшнем видео хочу показать, как можно связать вот такие плюшевые пинетки-жирафчики. И в дополнение к ним можно связать вот такую игрушку жирафик. Мастер-класс на эту игрушку у меня есть на канале. Я оставлю ссылку под видео и на видео. Переходите, если вам понравилась такая игрушка, и вяжите. А в сегодняшнем видео свяжем вот такие чудесные пинетки. Эти пинетки на размер подошвы 9 сантиметров. Их можно связать и больше, если вы будете удлинять цепочку из воздушных петель при вывязывании подошвы. Эти пинетки цельно вязаные, они без швов. Вот, нет шва ни на подошве, ни сзади пинеток. Пришивные рожки, ушки, глазки я пришивала и вышивала ротик. Ставила вот такой шнурочек для удобства, чтобы пинетки не слетали с ножки у малыша. И вот получаются такие очень красивые пинеточки. Приступим к вязанию. Для пинеток я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. И возьму крючок 4 миллиметра. Набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так как я вяжу на пинетке длина подошвы 9 сантиметров, я набираю 10 воздушных петель. Если вы вяжете на размер больше, там на 10, на 11 сантиметров, то вам нужно соответственно набрать больше воздушных петель. Не 10, а 12 или 14 воздушных петель. И теперь во вторую воздушную петлю провязываем столбик без накида. 1, я одену маркер, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если вы вяжете на больший размер, у вас этих столбиков без накида будет больше. 10 или еще больше. И в последнюю воздушную петлю провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание и вяжем по второй стороне. Провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Этот хвостик ввязывали в вязание. И в последнюю воздушную петлю провязываем прибавку. 1, 2 столбика. В конце первого ряда получилось 21 столбик. Снимаем маркер, вяжем второй ряд. Провязываем прибавку. Теперь 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Если вы вяжете на размер больше, то
сам принцип прибавок сохраняется. У вас только увеличивается вот количество столбиков, которые мы вяжем вот в этом размере. 7 столбиков, у вас, соответственно, будет больше этих столбиков. Здесь провязываем 4 прибавки подряд. Первая прибавка, 1, вторая прибавка, 2, третья прибавка и четвертая прибавка. Провязали 4 прибавки. Теперь вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. После 7 столбиков 2 прибавки. Первая прибавка и вторая прибавка. В конце второго ряда 28 столбиков. Третий ряд. Вяжем 1 столбик. Теперь прибавка. 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь 4 раза повторяем 1 столбик, прибавка, 1 раз. Теперь второй раз 1 столбик, прибавка, третий раз 1 столбик, прибавка и четвертый раз 1 столбик, прибавка. Так повторили 4 раза на закруглении. Повторяем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вяжем 2 раза 1 столбик, прибавка. Это 1 раз. И повторяем второй раз 1 столбик, прибавка. В конце третьего ряда 35 столбиков. Вот связали подошву по сантиметрам. Вот она получилась на 9 сантиметров. Теперь будем обвязывать уже бортики. Это 4-й ряд. В 4-м ряду провязываем все столбики без накида за заднюю стенку. Не за 2 половинки, а за одну заднюю стенку. Вот так. И вяжем так до маркера. Всего будет 35 столбиков без накида. Вот я одела маркер, чтобы был ориентир, потому что за передние стенки мы потом сделаем обвязку. И переходим на 5-й ряд. В 5-м ряду теперь уже за 2 стенки провязываем 12 столбиков желтой пряжей. Столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12
столбик до конца не довязываем. Берем белую пряжу и завершаем этот 12 столбик белой пряжей. Желтую пряжу оставляем. Этот белый хвостик будем по ходу вязания ввязывать и провязываем 8 столбиков белой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если вы вяжете на размер больше, то значит, соответственно, желтой пряжей вы провязываете больше рядов, а белой можете оставлять такое же количество. И вот 8 столбик тоже вот так не до конца его довяжем. И берем вторую ниточку желтой пряжи. Присоединяем. Так, завершаем этот 8 столбик. Этот хвостик будем вязывать, белую пряжу оставляем. Провязываем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. В пятом ряду получилось 35 столбиков. Все хвостики поотрезали. Теперь переходим на 6 ряд. Теперь разворачиваем вязание. Так, ниточка за крючком. И будем вязать с внутренней стороны. Провязываем в первый столбик, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и довязываем 15 столбик, но снова оставили вот 2 петельки на крючке. Эту нитку переводим вовнутрь вязания, берем белую пряжу и довязываем этот 15 столбик. И далее вяжем белой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 столбик тоже оставляем 2 петельки на крючке. Пряжу переводим вовнутрь белую, берем желтую пряжу и завершаем этот 8 столбик. И далее вяжем желтой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот там, где у нас маркер одет, 12. Теперь сделали соединительную петлю и выворачиваем
вот вязания переходим на лицевую сторону. Так, ниточку переводим за. И теперь будем вязать 12 столбиков желтой пряжей. 1, 2, здесь оденем маркер, вяжем по лицевой стороне. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и дошли до 12 столбика. Подхватываем белую пряжу, провязываем 1 столбик белой пряжей. Теперь делаем 3 убавки подряд. Так. Вот первая убавка. Один. Теперь вторую убавку. Два. И делаем третью убавку. Вот сделали 3 убавки. Теперь 1 столбик. Переходим на желтую пряжу. Мы его не довязываем, а подхватываем вот желтую пряжу. И вяжем теперь желтой пряжей 15 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Вот получается такая форма. Мы сделали закругление на носике пинетки. И вот ниточки 2 отрезаем, берем иголку и прячем их вовнутрь изделия. Вяжем 8 ряд, ниточка от маркера, и вяжем уже все по лицевой стороне. Провязываем 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, убавка. Здесь повторяем вторую убавку. 1 столбик, убавка. Повторяем еще одну убавку. Далее вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13. В 8 ряду получилось 28 столбиков. Вяжем 9 ряд, провязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. После 10 столбиков 3 убавки подряд. Первая убавка, вторая убавка и третья убавка. Теперь 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В конце 9 ряда 25 столбиков. Вяжем 10 ряд. 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. После 9 столбиков убавка. Теперь 1 столбик, убавка, довязываем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И в 10 ряду получилось 23 столбика. Теперь с 11 по 14 ряд вяжем по 23 столбика без изменения. Вяжем их так по кругу. И вот по 23 столбика провязали 11, 12, 13 и 14 ряды. И вот такой формы получается пинетки. Теперь там, где вот оставляли синий маркер, за переднюю стенку сделаем обвязку. Присоединяем коричневую пряжу. И вот за передние стенки провязываем соединительными столбиками. Только ниточку не затягиваем, чтобы подошва не была стянутой. И делаем вот такую обвязку. И вот так смотрятся пинеточки уже с обвязкой. Я их одела на манекен, чтобы было лучше видно. И теперь свяжем ушки. Для этого берем желтую пряжу, оставляем хвостик для пришивания и набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида, 2, 3, 4. Воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем 4 столбика без накида. 1,
2, 3, 4. Воздушная петля, развернули вязание, 1 столбик, убавка, 1 столбик, воздушная петля, развернули вязание и из 3 столбиков провязываем 1 столбик, то есть делаем такую убавку из 3 столбиков. Получилось такое ушко. Ниточку отрезаем, прячем ее в столбики. И вот будем так складывать ушко и пришивать. И вот вяжем такие рожки. Я расскажу, как их связала. Здесь нет ничего сложного. Первый ряд 4 столбика вяжем коричневой пряжей. Далее 3 ряда 1, 2 и вот 3 вяжем желтой пряжей тоже по 4 столбика. И оставляем нить для пришивания. И вот так выглядят пинеточки. Я пришила рожки вот к пинеткам. Рядом возле рожек пришила ушки. Пришила глазки. Глазки бусинки 6 миллиметров. Пришиты, вот видите, над беленькой мордочкой. Прям на нее ложатся. И вышила вот такой ротик. Также сделала шнурочек. Шнурочек связан из воздушных петель. И взяла пряжу джинс Ярнард. Можно взять обычный шнурочек и вставить вот между столбиками в пинетку. И вот получились такие красивые плюшевые пинетки, жирафчики. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!